Чем вы занимались до этого? До того, как проснулись однажды утром и сказали, мы будем делать мини-экскаватор. Еще один производитель, Челябинский кузнечно-прессовый завод. Та ситуация, в которой сейчас находится наша страна. Это больше возможностей, которые перед нами открываются? Или это дверь, скажем, которая перед нами захлопнулась? Я думаю, те люди из Советского Союза, которые будут смотреть, а я знаю, что среди моей аудитории есть такие, они помнят. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Я, честно говоря, даже удивился, когда заходил на выставку, кто-то здесь был из ребят, я говорю, такая выставка вроде российских производителей, почему здесь импортная техника стоит? Вот. Ну, сейчас уже поговорили маленько. Оказывается, это делают у нас в Челябинске. Вообще даже необычно как-то такое видеть. Я директор, один из директоров организации. Это первая наша выставка, мы первый раз выставились. И, кстати, вот вы сказали, я очень часто слышу, люди проходят и прям еле-еле тихонечко так говорят, да, пойдем, это Китай. Это, да? Да, и я вроде как бы не буду вмешиваться в диалог, ну ладно, если вы так решили, пускай для вас будет Китай. На самом деле нет, это Россия, делаем мы это, изготавливаем в городе Челябинске. Это полностью техника сконструирована, спроектирована, изготовлена и выпущена у нас на производстве. Челябинск, Матросова 1. Приезжайте, если будет интересно, мы вас угостим кофе, покажем, как мы это все производим. То есть все, что связано со сваркой металла, с обработкой, с токарными работами, с химической, термической обработкой, все делаем сами. Если говорить, как по цепочке все идет, то есть двигатели идут Лифан, Китай, насос у нас идут гидросиловские, НШ. Вот. Сейчас, то есть, видно, что производители гидравлики движутся в направлении, чтобы производить такие вот маленькие, так скажем, агрегаты на такую маленькую технику. Пока рынок еще не сформирован. Цилиндры стараемся сами производить. Ну вот, допустим, на выставочных образцах, на этих моделях цилиндры еще стоят украинские. Там даже так и написано, что сделано в Украине. Вот. Если не будет такой необходимости, если ситуация стабилизируется, нормализуется, то есть если у нас дальше будет возможность брать замечательную, крутую украинскую гидравлику, то будем брать там. Она распространена, она проста в обслуживании, ее легко можно заменить, то есть она надежная. Она работает. Я совсем недавно снимал нечто подобное, правда, может быть, на канале у меня, если смотрели, лесозаготовительные там комплексы есть, харвестеры, форвардеры, да. И снимали совсем недавно с ребятами, с белорусами, они сделали аналогичные комплексы, но уменьшенные для рубок ухода. Вот я увидел вашу технику, первая ассоциация, то есть это уменьшенные копии больших экскаваторов, да. И вот у меня вопрос всегда, то есть, ну, понятно, где это может быть примерно востребовано, да, то есть это где-то там, ну, на садовых каких-то участках, да, что-то прокопать. Но неужели эта техника, она востребована в таких объемах, чтобы ее было экономически обоснованно, выгодно производить? И я вас уверяю, что такую маленькую технику никто не представляет, она нигде не выставлена. Никто, действительно, никто, это да. редкость. Это чем обусловлено? Это обусловлено тем, что у нас пока только к этому сейчас все идет, к востребованности этой техники. Рождается эта культура, да? Да. Чтобы от лопаты перейти к маленькому экскаватору? Да. Вот, допустим, в Европе, да, вот, казалось бы, где можно такого малыша использовать? Многие ходят, говорят, там игрушка. В Европе очень высокая плотность застройки. Там невозможно просто проехать на гигантской технике, а обслуживать же нужно. То есть здания, сооружения, которые в центре мегаполисов стоят, да, то же самое, допустим, Москва, Екатеринбург, там тоже очень высокая плотность застройки. Там не пройдет никакая строительная техника. Вот только вот эти вот малыши. Это топ. Я считаю, что за этим будущее, что коммунальщики однозначно должны этой техникой пользоваться. Егор, а сколько лет вы уже занимаетесь? Мы с 2019 года начали, то есть стартанули как стартап, такой как бы классический, европейский, как, я не знаю, как Стив Джобс, Хьюлетт Паккард, я не знаю, там в гараже первую модель изготовили, и рынок показал, что им эта техника нужна. Слушай, я искал сначала кабину, потом понял, что человек-то туда не залезет, и увидел джойстики сзади, то есть тут вон каким образом. То есть ногами стоишь, да, и работаешь. Да. Слушай, оригинально как. По экскаваторам, а в чем разница, кстати? Треугольная гусеница.
Треугольная И не гусеница, треугольная. Или как широкая правильно база. Все правильно. Треугольная гусеница, широкая база, поворотная стрела. То есть, видите, там поворотный шарнир, стрела поворачивается. Угу. Здесь, Вот здесь внизу имеешь в виду, да? да, да. Здесь мы специально повернули кабину так, чтобы было видно, что это 360 градусов. А, полноповоротный Это даже? полноповоротный с поворотной стрелой. Ничего себе. Обалдеть. Слушайте, вот чем мне в жизни не хватало всегда на садовом участке, это подобной техники. Да. Ну, на садовом участке, на самом деле, не только там, знаете... Я понимаю, что это элементы стройки, Да, наверное, да. это вопрос строительства даже уже под крышей где-то, да, то есть когда фундамент перекрыли, да, есть возможность заехать внутрь, поработать что-то. Да, да, да. Егор, а какие объемы вот вы сейчас производите? Буквально прошло это 3 года, да? 4? Да, полных 3 года прошло. На сегодняшний день порядка 25 единиц в месяц у нас отгружается. Даже отгружается, Да, то есть но это же серьезный объем. независимо от того, какая техника. То есть, условно говоря, если, допустим, будет чисто, вот, допустим, полноповоротные, да, и погрузчики гусеничные, то это будет там 15-17 единиц техники, потому что они в производстве, цикл производственных у них гораздо дольше и сложнее. То есть мы берем вместе с прицепными моделями. То есть прицепные модели экскаваторов у нас имеют самый короткий цикл производства. То есть сварка, сборка, так скажем, сварка, покраска, сборка около 2 дней. 2-3. А как вообще возникла идея, вот изначально, вообще в самом начале? Ну, чем вы занимались до этого? До того, как проснулись однажды утром и сказали, мы будем делать мини-экскаватор, Работали. мини-погрузчики. Работали, изучали рынок, перенимали, так скажем, опыт других компаний, как работать с заказчиком, что ему нужно, то есть на что есть спрос. Мы как-то эту вещь рассмотрели, увидели и поняли, что действительно техника востребована и имеет место быть. И сейчас люди даже, которые вот нашу технику приобретали, да, у нас, кстати, на YouTube-канале есть небольшой такой... А скажи название YouTube-канала. YouTube-канал, так называется, Red Engineering. Red Engineering. Да, Ну, да. кому интересно, зайдут, посмотрят. Ну да. У нас там есть небольшая серия видео, как мы ездим к заказчикам и интересуемся, как они, сколько заработали, сколько сезонов отработали, там, какие проблемы на технике выявлены были. И мы реально вот ездим и понимаем, что техника-то работает и зарабатывает деньги, и люди реально зарабатывают деньги. И вам, наверное, приятно, правильно? Да безумно. Безумно. Да, Когда да. делаешь что-то, да, и оно полезно, приносит пользу Да, другим людям, да. испытываешь истинное удовлетворение. Ну да? ну да, не буду лукавить, да, приятно. Ну, я раньше такое, честно скажу, только на картинке видел. А почему такое название? Red Engineering, Да. потому что по-английски это расшифровывается как Russian Excavator Development. То есть, да, это разработка российских экскаваторов, дословно, если. Ну, ушли в погрузчики, не будем же мы название менять. Слушайте, вы знаете, вот организаторы выставки-то, скажем так, можно назвать старшие братья, да, в каком-то мере, если смотреть по размерам техники, Да? делают примерно то же самое, ДСТ Да, Урал, да? Да. Я почему про них вспомнил? Ну, во-первых, мы на их площадке находимся, да, все выставляются. То есть любезно предоставили свои площади, свой испытательный полигон. Вот. Но я вспомнил, что у них одна из фишек — это радиоуправление. Вот. И это радиоуправление на большой технике. Вот у вас на маленькой технике наверняка это прорабатывали. Прорабатывали. Был такой запрос. Был запрос из... Я не вспомню уже, как они называются. Это было года 1,5, наверное, назад. Как союз частных авиаплощадок каких-то. То есть, ну, в общем, не суть. Да, мы этот вопрос прорабатывали. Есть возможность, ну, при помощи, соответственно, не нашей отечественной, это уже импортная будет 100% оснастка, сделать его радиоуправляемым полностью. Ну, Егор, это не сложно? Это нет, не сложно. Нет ничего сложного. Вообще ничего сложного нету в том, чтобы сделать какое-то техническое решение. Бывает просто мало мозгов. Вот. А если мало мозгов, надо где-то их брать, надо восполнять дефициты. Ну, как считаете, вот, я не знаю, я больше как бы с автомобильной промышленностью такой, с большой, ну, связанной, общаюсь с людьми. И вот, ну, с введением санкций, да, в свете всех этих событий у нас
все производители, которые делают прицепную технику, автомобильную технику, ну знаете, наверное, эту историю с Евро-2, да, они все столкнулись с проблемой. Нет тормозов, нет топливной аппаратуры, нет того, нет всего. Вот вы как этот момент, на вас как-то сказался или нет? Я думаю, что все-таки больше нет, чем да, потому что благодаря юркости наших поставщиков там, параллельный импорт пока он осуществим, проблем у нас не будет. Вот. То есть, а пока осуществляется параллельный импорт, мы тем временем ведем работу в этом направлении. То есть мы видим, как у нас просто все меняется вообще. То есть в России дико появился гигантский спрос на гидравлику ту же самую, да. И просто те, кто производит гидравлику, они просто, у них поле не пахотное, у них куда ни пойди там. Ну, то я хотел следующий вопрос задать, как вы вообще расцениваете дальнейшее, что у нас в России будет происходить, но я так понимаю, что вот продолжение вашего разговора, да, поле не паханое. То есть попрет сейчас, должно попреть, да? Однозначно, 100%. То есть должен быть рост наших производителей, так или иначе. Однозначно, 100%, только надо китайцев держать немножечко. Все серые схемы прикрывать. Китайцев держать или все-таки дать какие-то прослабления, помощь нашим производителям? Я считаю, что и одно, и первое, и второе обязательно нужно делать. Потому что китайцы, дай им возможность, они все завалят своей техникой. Здесь будет просто, я не знаю, дикий переизбыток этой техники. А они могут делать дешево, и они просто по цене уронят так, что невыгодно будет ее производить. Поэтому нужно и наших производителей поддерживать, и китайцам тоже, на мой взгляд, нужно выделять какую-то, то есть там квоту, допустим, на определенную технику, которую у нас в России не изготавливают. То есть, пожалуйста, это давайте возить, если у нас нет. Если это есть, это изготавливается, нужно как-то поддерживать тех, кто это производит. Это однозначно. Ну, в этом плане я думаю, что работа ведется и все будет у нас хорошо. Да, замечательно все будет. Когда погружаешься в эту тему, да, строительной техники, начинаешь просто изучать, ходить, смотреть, начинаешь понимать, что нифига у нас в России сколько людей, сколько мозгов, сколько производителей. Оказывается, что-то делают, да? Да, делают все практически. Просто не хватает чуть-чуть поддержки и все. Ребята, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, смотрите, что мы изготавливаем, смотрите, что мы планируем изготавливать. Следите за нашей деятельностью, подписывайтесь. Егор, повтори название этого сайта и канала. Red Engineering. Как сайт называется? Да. Наверное, я думаю, будет уместно сделать вставочку. Вставочка появится где-то здесь. Спасибо вам. Я относительно недавно уже снимал ребят, тоже молодых, на выставке в Москве. Может быть, кто-то видел это на канале у меня. Делали станки для изготовления кузовщины, ну и в том числе для, значит, трубогибов и так далее. Так вот, я из этого всего вынес одну мысль, что на самом деле, что у нас с производством-то не все так плохо, и самое главное, что у нас есть молодые люди, которые способны стратегически мыслить, думать, решать, и вот как Егор, допустим, в гараже создавать вот подобную технику. Ну, понятно, они сейчас не в гараже, но начинали с этого. Вот, так что не все у нас потеряно. Россия полна еще молодыми умами, способными мыслить, творить, созидать. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Увидел знакомую технику. Совсем недавно был в Твери, а до этого был на выставке СТТ-Экспо. Ребята, я так понимаю, дилеры местные, да? Да, мы дилеры компании «Автодор Комплект». Меня зовут Андрей, я руководитель отдела продаж в городе Сургут. У нас компания «Автодор Комплект» уже более 23 лет на рынке. Представлен у нас ХМАО, ЯНАО, Тюменская область, Челябинская область, Екатеринбург, Оренбург, Пермский край. Автодор Комплект-то получается, голова-то в Челябинске или в Сургуте? Все? Голова в Челябинске. Челябинске, да? Да, голова в Челябинске, но то есть у нас несколько филиалов по Уральскому федеральному округу. Также есть сервисная бригада, склад запчастей и также еще менеджер по продажам. Алексей тоже в Сургуте? Нет, я из управляющей компании МГСДМ. Вот, компания «Автодор Комплект» — это наш дилер на протяжении уже многих лет. А мы вместе представляем данную технику на данной выставке. Ну и как вам выставка? Выставка в целом неплохая, позитивная. Есть очень много
клиентов, которые бы хотели приобрести нашу технику. Да, то есть подходят, интересуются, спрашивают про технику, то есть кто-то уже, естественно, использовал эту технику, видит какие-то модернизации, то есть в этом году представлен российский экскаватор полностью из российских комплектующих. В мае месяце он был представлен на выставке STT Expo в Москве, а сейчас представлен здесь в Челябинске, то есть уже идут продажи данной техники. Также еще представлен автогрейдер DZ98, на котором вы были, и автогрейдер GS1402 Брянского арсенала. Кстати, я вмешаюсь маленько. Или был уже ролик у меня на канале, или будет, значит, ролик с завода именно с Твери. Мы сняли полноценный обзор со станками, с оборудованием, с железом. Ну, в общем, очень интересный ролик. К вам вопрос, а кто организатор вот этой выставки сегодняшней? Ну, мы организовали совместно, вот, наша компания МГСДМ совместно с нашим дилером Автодоркомплект. Да, а сама выставка от Минпромторга? А сама выставка, да. ДСТ Урал представляет площадку для участия в данной выставке. На площадке ДСТ Урал на аэродроме Калачева в городе Челябинск. Ну, гостеприимные хозяева-то, а? Гостеприимные, да, хозяева. Мы очень рады. На следующий год поедете? Да, если пригласят, проедем, конечно. Алексей, к вам, как представителю головной компании, вот сейчас уже прошло почти полгода, да, с введением таких жестких санкций. Как завод сейчас, в целом, группа МЖ выходит из ситуации? Мы сейчас, как уже Андрей тоже говорил, уже локализовали колесные экскаваторы серии Е145, Е185. Они полностью из российских компонентов. Сами производим опорно-поворотное устройство, коробки, распределители, мосты. Полностью машина локализована. Вот. Уже пошли первые продажи, уже достаточное количество уже продали. Вот. До конца года еще планируем привезти порядка 100 единиц техники из колесных экскаваторов. 100 единиц немало для нашего рынка? До конца года это нормально. Нормально, да? То есть пока не можете больше сделать, да? Да, пока просто больше, не можем. То есть там степень локализации? Степень локализации, практически на 100% мы используем только двигатель Минского моторного завода. То есть я помню, что гидравлика ваша, мосты ваши, да, цилиндры, соответственно, тоже. Вот. Рукава, по-моему, отечественного производства. Да, рукава, да, отечественного производства. Двигатель Минский можно, по сути, назвать тоже наш отечественный, да? Можно сказать и так, да. А я правильно понимаю, что вообще вот эта линейка, которая здесь представлена, она по большей части именно изготавливается из российских комплектующих? Да, здесь представленная техника, да, изготовлена из российских комплектующих. В том числе и грейдер Брянского арсенала? Да, все верно. Можно сказать, на 99% это полностью российские комплектующие. 1% дружественная страна Беларусь. Здесь представлен колесный экскаватор Е185W грузоподъемностью 17 тонн, общей массой 17 тонн. В стандарте у него есть уже гидролиния, ковш кубовый. Есть полностью эргономичное сиденье оператора. В кабине также есть магнитола, динамики, управление с помощью джойстиков. Вот, регулируемая рулевая колонка, есть отопитель. Кстати, из интересного, я обращал раньше внимание, в основном эта гидросистема управления техникой, в основном шла Bosch Rexroth фирма. Да, здесь, получается, джойстики пневмостроймашины, по-моему? Да, здесь используются два аксиально-поршневых насоса, 2 по 190, пневмостроймашины. Насоса и джойстики тоже? И джойстики тоже. И джойстик. Самое важное, это элементы управления, потому что пневмостроймашина уже известна давно своими насосами, то есть она их изготовляет уже не одно десятилетие, а то, что, честно скажу, они начали делать управляющую гидравлику, я только от ребят узнал. Используется, как я уже говорил, двигатель Минского моторного завода на 77 киловатт. Также в стандарте у нас стоит предпусковой подогреватель двигателя. Есть, стоит топливный бак на 255 литров, гидравлический бак на 250 литров. Есть в кабине люк и поднимающееся лобовое стекло. На сегодняшний день данная машина стоит от 10 миллионов рублей.
в зависимости от опций. И, по-моему, у вас в линейке же помладше модель, вот я снимал, это 185, а есть еще 145, Да, да? есть еще модель, да, 145. Она немножко производительностью отличается, да? Ну, она по массе отличается, вот, и по ряду других параметров. Ну, сейчас я покажу, как открывается лобовое стекло. Вот, это удобно тоже для оператора. Вот, также есть еще люк, который тоже поднимается. Я акцентирую внимание, что кабина у них собственного производства. Это в ролике у меня на канале. Смотрите, полноценный обзор, который был про Тверской завод, там это есть. Отличие нашего колесного экскаватора от остальных экскаваторов. Наш экскаватор можно буксировать с помощью самосвала. Есть буксирное устройство, можно сюда цеплять и буксировать на самосвале. Также есть стопор, чтобы кабина не поворачивалась. И ковш опускается в самосвал, и тем самым экскаватор буксируется. Это, так скажем, наш флагман автогрейдер GS1402. А его стоимость на сегодняшний день? На сегодняшний день он стоит от 8,5 миллионов рублей. Если их сравнивать, две машины рядом стоят, да, DZ98 и GS1402. Ну, основные отличия, кроме привода, я так понимаю, да? Или тут тоже есть привод, что-то я не посмотрел. Нет, здесь без, то есть это 6×4, да, получается? А задний, Да, это верно, полноприводный. Да, это полноприводный, полнопривод, тоже да, так. совершенно И верно. здесь, тяжелого класса. насколько я помню, в ДЗшке, по-моему, полностью механическая трансмиссия реализована, да? Нет, кстати, планов замены какой-то ДЗшки? Ну, ДЗшку мы планируем в этом году обновить. Вот, обновится кабина, ну и ряд узлов. Вот, об этом вы можете, как говорится, рассказать чуть позже, где-то, наверное, через пару-тройку месяцев. Та ситуация, скажем, в которой сейчас находится наша страна, как вы себе видите? То есть это больше возможностей, которые перед нами открываются, да? Или это дверь, скажем, которая перед нами захлопнулась? Не, ну так как мы используем полностью отечественные комплектующие, для нас только двери открываются. Ну и плюс это всегда возможность для роста. Будем оптимистами. Где-то читал поговорку, да, у кого-то там, что тяжелые времена порождают сильных людей, да, ну что-то такое в этом роде, там, напишите, да. То есть у нас сейчас есть как бы возможность собраться в это непростое время, Да, оптимизироваться и стартануть, и начать все-таки делать свое, возродить то, что было порушено вот в это перестроечное, постперестроечное время, да, и перестать обращать внимание, скажем, меньше прислушиваться на разного рода экономистов, которые нам, наверное, лет 30 говорили, что нам надо, что нам выгоднее купить там-то, да, зачем нам свое, вот у нас есть нефть, газ, давайте купим все там. Как показало сегодняшнее время, эта тактика неправильная, и надо ее менять. Давайте, вам удачи. Да, спасибо. Я надеюсь, я у вас на Брянском арсенале-то побываю. Ждем вас у нас на Брянском арсенале. Зрителям будет интересно. Давайте. Я пошел дальше. Тут еще много экспонатов. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Раз у нас сегодняшний обзор пошел по прицепной технике, еще один производитель, челябинский ЧКПЗ, Челябинский кузнечно-прессовый завод. Я смотрю, ребята представили две новинки. Я правильно понимаю, что полуприцеп сломанной рамой сделан для того, чтобы оптимально использовать и загрузочное пространство, и одновременно вписаться в габариты транспортного средства 20 метров? Да, все верно. То есть вот эта платформа, она 12200, да? Да. Вот этот элемент сделан для того, чтобы при переезде неровности, я так понимаю, рама меньше задевала элементы тягача. Все верно, так и есть. У вас съемные стойки, я смотрю, с борта полностью снимаются, вынимаются вверх. А это что такое? Это доп. Опоры, подопорное устройство. Все понятно. Полуприцеп на пневмоподвеске. И получается, он у вас еще как трал может использоваться, да? Я правильно понимаю? То есть это опоры и вот это вот зацеп под алюминиевые исходни. Да, Да. Молодцы, хорошее решение. Получается, борта можно откинуть, снять, и будет как полноценная платформа. Заднее защитное устройство у нас съемное. В случае необходимости его можно Съемное, я так снять. понимаю, можно, наверное, высоту регулировать, да? Или просто съемную? Можно снять, можно отрегулировать высоту.
Так, а конники, получается, конники, то есть для перевозки какой-то трубы, да, какого-то негабаритного груза. Да, и коники идут обрезиненные, чтобы груз не повредить. Обрезиненные, съемные, выдвижные, да? Они, кстати, фиксируются, нет? В выдвинутом состоянии. Да. Да, фиксация идет. Фиксация есть, да? То есть можно на разную высоту раздвинуть. Да, все верно. На разную ширину. Да, прошу прощения, на разную ширину. Ящики находятся управление пневмоподвеской, энергоаккумуляторами, то есть клапаны растормаживания, ну, кнопки. Ну, давай расскажем про эту новинку. То есть, я смотрю, это тоже уже более классический такой полуприцеп-тяжеловоз с уголковыми сходнями, или как они правильно называются? Уголковые трапы. Уголковые трапы, да. Я так понимаю, это для техники, которая не требовательна к углу въезда, правильно? Да. То есть, допустим, если речь идет о каком-то там дорожном катке, там, конечно, угол въезда должен быть более пологий. Конечно, и каток-то не заедет здесь. Здесь нет, здесь не заедет. Станислав, получается, когда два полуприцепа рядом стоят, примерно даже понятно их назначение, да? То есть, получается, тот полуприцеп высокорамный, этот полуприцеп, ну, среднерамный, низкорамный. Есть небольшие отличия в виде смешанного, получается, облицовки, да, пола. То есть тут металл, дерево. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы техника меньше скользила, да? Но это сделано еще для того, чтобы уменьшить массу. То есть облегчить, да? Да. Соответственно, мы центральный настил убрали, заменили его деревом и сэкономили при этом массу. Во-вторых, за то, что деревянный настил в случае необходимости для обслуживания там подвески, ну, для удобства обслуживания подвески, можно снять часть деревянного настила и, соответственно, обслужить саму подвеску. А, вот даже так, то есть там как окна, да, у вас? По настилу по самому видно, цельная доска, ее откручиваем, снимаем. Но можно и без снятия, соответственно, обслужить, это как для удобства. А, ну, то есть вот еще одно отличие этого полуприцепа, там конники раздвижные в сторону, здесь уже в сторону не раздвинешь, Здесь да? здесь не Тут раздвинешь. чисто вставные. Здесь просто вставные, да. И я так вот сейчас тоже увидел, я осознал преимущество уголковых вот этих трапов. При складывании они образуют ровную площадку тоже, да? Да, все верно. То есть если есть задача грузить какую-то трубу, то как раз, ну, собственно, это как продолжение платформы. Да, и в случае необходимости, например, перевозки контейнеров, устанавливаются еще дополнительно контейнерные замки. Да, то есть одни на трапах, одни в передней части, ну, например, 40-футовый, опционально идет. Ну, то есть они врезаются, имеется в виду, на производстве, да? То Да, есть потом врезаются уже их на не производство, установить. потом сам нет, уже не установишь. Все, понял. Я смотрю, на обоих тралах у вас, значит, лебедки для запасного колеса. Да. Вверху, да, то есть на гуське. Алюминиевый, получается, борта на самом гуське. И, кстати, я у вас где-то видел модель, я не знаю, на этой можно, нет, борта установленные. Да. Вот как на том, тоже можно, да? Да. То есть получается многофункциональный такой прицеп, да? Да. И бортовой, и трал, и трубу возить, и контейнер можно возить. Ну, под разные нужды. У меня раньше ЧКПЗ ассоциировался больше, ну, собственно, по самому названию, Челябинский кузнечно-прессовый завод. Я знаю, что вы раньше делали диски И для тех же делать. Уралов, для мяса делаете, да? То есть Да, у вас, наверное, продолжаем. сейчас номенклатура расширилась гораздо. Конечно. И колесное производство есть, которые как раз таки диски производят. Паковки вы делали для Паковки. разных заводов. Да. Рамы, по-моему, даже для Урала одно время делали. Ну, в общем, я так чувствую, надо мне тоже напроситься на завод, чтобы узнать и показать, самое главное, всем остальным, чем на сегодняшний день живет завод. Я думаю, всем будет интересно, потому что людей много неравнодушных к нашей отечественной промышленности. Поэтому там, кто хочет, чтобы я побывал на ЧКПЗ, как обычно, обращаюсь к своей аудитории, ставьте лайки, пишите, поддерживайте. Я надеюсь, руководство услышит. Съездим. Успехов вам, мужики. Давайте, чем больше у нас будет производителей различных, тем больше будет конкуренция, тем больше шансов начать производить достойную технику. До свидания. До свидания. Ну, мое время подходит к концу. Я постарался отснять материал по максимуму. Вот. Со своей стороны могу констатировать, что в этом году появились новые участники. Кто-то, конечно же, не стал принимать участие по понятным причинам. Но есть определенные сдвиги в импортозамещении. Вот. На нашей прицепной технике появились отечественные оси.
при производстве использована стали уже российских производителей. Вот. Есть, конечно, определенные проблемы, тормозные системы, электроника, системы АБС. Кое-что пока полностью импортозаместить не получается. Но на помощь приходят производители из Китая. И хочется верить все-таки, что то, что мы сейчас наблюдаем, необходимо расценивать как шанс, который получили наши российские производители. Шанс вернуться в то время, когда маркировка, сделанная в СССР, была неким настоящим знаком качества. Я думаю, те люди из Советского Союза, которые будут смотреть, а я знаю, что среди моей аудитории есть такие, они помнят, что была такая страна, что был такой маркер на продукции, сделан в СССР. Вот. И очень хочется верить, что к нам вернется та гордость за наше производство, за наше машиностроение, которое, к сожалению, за последние несколько десятилетий были утеряны. До новых встреч!